Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас внеочередной выпуск. Вместо вечернего выпуска он посвящен продолжению темы утреннего выпуска о хлопковой совке и томатной моле. Хочу вам сказать, что хлопковая совка – это одна только из разновидностей тех совок, которые сейчас нападают на наши растения. Сейчас начался массовый лед этих вредителей на наши огороды, теплицы, на все растения, которые у нас растут. И даже берет она и другие растения, не только овощные, и цветочные поражает совка, а также садовые. Везде она добирается, все подряд есть. Вот посмотрите, что по исследованиям специалистов, что делает только одна хлопковая совка. Всего за одну ночь гусеница хлопковой совки способна уничтожить около 10 растений томата или перца, баклажанов. Это очень опасные вредители, и тем более массовый лед, а это значит, что массово много их, и они уже не стоят ни перед чем, им нужно размножаться, и они это делают сейчас. Что нужно делать? Ну, естественно, химики скажут, используйте химические инсектициды, различные химические препараты. Их сейчас много, и их предлагают, но среди этих препаратов в основном это системные, а значит, системные это внутрь попадают эти яды, и уже человек вместе с этими совками ест эти плоды. Они все у нас уже в стадии созревания. Или зрелые, или в стадии созревания. Или же еще зеленые томаты. И все это, если мы обработаем, они, естественно, будут все эти препараты, то есть формулы препаратов, будут съедены. Надо ли нам есть эти яды? Тем более, что все препараты, химические инсектициды, срок ожидания их, самое меньшее там идет 3 недели, 28 дней, и пошло больше, месяц и так далее. Здесь буквально неделя или же несколько дней, или нужно уже собирать наши урожайные созревшие плоды. И получается, что с химическими препаратами сейчас работать нельзя. Мы-то не работаем и в другие времена, просто проводим профилактические обработки биоинсектицидами. Но многие возмущаются уже несколько лет, что нету такого доступа, нету к такому препарату, как у нас Скарада М. У нас 2 вида Скарада М. Есть другие биопрепараты, я вам сейчас назову. Но прежде чем я вам назову и на экране увидите список этих препаратов, запомните, нужно использовать свежие биопрепараты. Или же препараты, которые вы открыли, и вы знаете, что правильно хранили, они храниться должны в темноте, и при определенной температуре мы храним свои биопрепараты в подвале. Итак, давайте я вам назову эти препараты. Это Актофит, Актарафит, Актаверм, битоксибацилин, лепидоцит, Скарада М, боверин. Это основные эти препараты, которые можно использовать для того, чтобы обрабатывать. Причем нужно это делать просто сегодня, срочно. Почему мы делаем этот выпуск? Срочно. Не откладывайте ни на одни сутки. Еще меня спрашивают, что можно вместо даже биоинсектицидов использовать. Можно ли какие-то домашние средства? Мы использовали уже, пробовали чесночный настой, настой ноготков, цветов ноготков, календула, ее называют эти цветы. Но нужно иметь время для того, чтобы приготовить этот настой. Чеснок нужно настаивать 10 суток, цветочки ноготков нужно настаивать минимум 3 суток. А эти настои, чем они нам не понравились, тем, что нужно каждые 3 дня обработку проводить, потому что именно если попадает этот раствор на плод или на листик, там, где находится яйцекладка,
то яйцекладка, конечно, будет поражена. Но если же находится уже в самом плоде гусеничка, то его не достает вот этот раствор и не воздействует на них, так как вот то, что напрямую. Поэтому дальше продолжается развитие этих вредителей, и, естественно, они дальше уничтожают наши плоды и листики. Очень короткий период работы вот этих народных средств. Поэтому самое лучшее, это минимум неделя у нас идет биоинсектициды. Для профилактики каждый 8-й день проводим именно сейчас обработки биоинсектицидами. Очень важное дополнение, используйте обязательно биоприлипатели. Мы используем Тестолип, есть другие биоприлипатели, и ни в коем случае не используйте с биоинсектицидами и другими биопрепаратами хозяйственное мыло. Хозяйственное мыло в основе это щелочь. И этот очень популярный продукт когда-то для обработок, он просто уничтожает вот этих наших невидимых помощников биоинсектицидов, биопрепаратов. Используйте биоприлипатели. Если нету биоприлипателя, тогда используйте просто биоинсектициды, потому что сейчас нету времени на раскачку. Сегодня вечером нужно в течение суток обрабатывать профилактически. Если уже есть вредители, по ним работать полностью, купайте все растение, не только плоды, все растение и побеги вниз прямо до земли. Все растения обрабатывайте препаратами биоинсектициды. Вот такая важная тема. Мы постарались как можно быстрее выдать эту информацию, ответить на ваши вопросы. Вы уже знакомы со многими препаратами, биоинсектицидами. Используйте их и во благо вам и вашим растениям. Выпуск подготовили, как всегда, Раиса Греченко, Александр Волик. Мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео, которое уже выйдет завтра на нашем канале. Пока-пока. Удачи вам!